Всем привет! С вами проект Power Device, и у меня, как всегда, для вас улучшения на Android смартфоны. Сразу отмечу, что настройки и фишки из данного ролика подойдут не только на телефоны Xiaomi, но и на большинство версий современных Android смартфонов. Смотрите, друзья, большинство пользователей глобальных телефонов Xiaomi знают, что у них установлена вот такая лента виджетов. К сожалению, из данной ленты невозможно переносить виджеты на наш рабочий стол. Мало того, виджеты здесь ограничены. Добавлять в это меню можно виджеты только из системы MIUI. А к примеру, на смартфонах OnePlus есть такая же похожая лента, только на ней больше возможностей кастомизации для виджетов. Например, в нее можно добавлять виджеты из системы Android. Любые, все, которые у вас установлены. Похожая лента виджетов есть на смартфонах Realme, но на OnePlus она немного отличается, и соответственно это их фирменное приложение, которое не установить просто так на все Android телефоны. Конечно же, я хочу поделиться с вами этим приложением, но которое подойдет практически на все Android телефоны. И вызывается оно у меня вот таким жестом. Также в данном видео покажу, как вот на такой жест поставить любое приложение, которое вы только захотите. Обязательно досматривайте ролик до самого конца, чтобы все это правильно настроить, сейчас вам все расскажу и покажу. Первым делом вам нужно скачать вот такие 3 приложения в моем Telegram, ссылка будет в описании, 2 из которых касаются данного ролика. А третье – это лента виджетов из HyperOS. Ее также можно будет установить на данный жест за место ленты из OnePlus. Не забывайте подписываться на мой Telegram, туда я скидываю подобные приложения для всех Android телефонов. Итак, вы скачали данные приложения. Первое устанавливаем Shelf, это лента виджетов из OnePlus, а второе устанавливаем Gesture Plus для назначения жеста. Ну а если у вас телефон Xiaomi, вы можете установить последнюю версию ленты виджетов из HyperOS. Итак, после установки приложений заходим в ленту виджетов от OnePlus. Даем разрешение «Продолжить». Сейчас она у нас не настроена, но в конце мы сделаем все красиво. Итак, например, нам не нужно Spotify. Удерживаем на нем, отпускаем, нажимаем «Удалить». Здесь же вы можете добавлять какие-то заметки, что очень удобно. Заметка появляется здесь. Также вы можете задать для нее напоминание. Выставляем число и время. Второй и лично для меня очень важный аспект – это то, что сюда можно добавлять любые приложения. Удержите на этом блоке, изменяем его размер, переносим выше, еще раз на нем удерживаем, нажимаем «Настроить». Добавить другие инструменты, выделяем галочкой те приложения, которые мы хотим туда добавить. Нажимаем «Подтвердить», «Сохранить». Теперь, соответственно, из этого меню мы быстро можем заходить в любые приложения. Зайдем в настройки. Если в ленту виджетов хотите поставить свое имя или никнейм, нажмите вот сюда. Вставляем любое имя и также поддерживаются смайлы. В ленте это выглядит так. И самый главный пункт в настройках – это виджеты. Нажимаем сюда. Здесь можно добавлять, как я уже говорил, любые виджеты из Android системы. Например, я добавил плеер AIMP. Также, например, в этой ленте виджетов есть родное приложение погоды, но по сути вам оно не нужно, просто удаляем этот блок и добавляем сюда любую погоду, например, от Яндекса или от Samsung. Кстати, как добавлять погоду от Samsung я показывал на своем канале. В общем, по своему вкусу настраивайте данную ленту виджетов, и сюда очень удобно добавлять такие виджеты, которые не помещаются на вашем рабочем столе, например, расход трафика или, к примеру, какие-то Google карты или Яндекс карты. Также отмечу еще один небольшой нюанс на моем смартфоне – это лента виджетов. А именно ее вот это меню немного глючило в темном режиме. Здесь пропадали некоторые символы. Повторюсь, что все это зависит от вашей версии Android. У меня был только вот этот один глюк, и то он был в темном режиме и только в меню настроек. В темном режиме сама лента виджетов работает четко. Как вы могли заметить, данная лента виджетов считает шаги, и в шторке появляется вот такое уведомление. Если оно вам не нужно, удержите на нем. Еще и снимите галочку «Показывать уведомления». Теперь переходим ко второй части ролика, как же эту ленту виджетов от OnePlus активировать с помощью жеста. Это второе приложение, которое вы должны были скачать у меня в Telegram. Открываем его, называется оно Gesture Plus. Нажимаем «Далее». Появляется такое меню, нажимаем верхнюю сноску, скачанные приложения. Находим здесь наше приложение, вот оно, Gesture Plus. Если оно у вас будет неактивно, то сверните это меню
Удержите на приложении, зайдем в его настройки, продвигаемся в самый низ, дожидаемся загрузки меню, и здесь у вас появится такой пункт «Разрешить запрещенные настройки». Активируем эту галочку. Итак, вернемся в меню настроек Jester Plus, ставим галочку. Если в этом меню ваш телефон попросит выполнить еще какие-то действия, просто нажимаем эту вкладку и следуем инструкции. Но в основном настроек мало, они уже выполнены. Нажимаем «Готово». Убедитесь, что здесь у вас включена галочка. Теперь нажимаем Action. Здесь есть стандартное действие, это рабочий стол, а также действие на заблокированном экране. Нам нужен обычный рабочий стол. Нажимаем долгое нажатие. Запустить приложение. Ждем загрузку всех приложений, и, друзья, у меня бывало один раз выскакивала вот такая ошибка. Это приложение зависает. Я нажимаю ОК, еще раз выбираю «Запустить приложение». И потом эта ошибка ни разу не выходила, все хорошо работает. Как вы поняли, здесь можно выбрать любое приложение, и открываться оно будет с помощью жеста. Но нас интересует это – Shelf, лента виджетов от OnePlus. Шагаю назад, еще раз. После выбора приложения бывает, что слетает вот эта галочка. Ее нужно еще раз включить, вас перекинет снова в те настройки, которые мы уже проходили. Jester Plus. Снимаем галочку и включаем ее еще раз. Далее идем в настройки. Время долгого нажатия выставляем 500 миллисекунд. Смотрите, очень важный параметр – чувствительность. Выставляем его на 5%. Видите, полоска снизу меняет свой размер. Нужно ставить 5%. Сейчас объясню, зачем это нужно. Далее очень важная настройка, чтобы ничего не слетало. Зайдите в основные настройки, приложения, разрешение, автозапуск в фоновом режиме, находим Jester Plus, активируем на нем галочку. Теперь все будет работать отлично. Также, друзья, отмечу, что эти приложения очень легкие. Они практически ничего не весят и не поджирают батарею. Проверено. Можете сами все протестировать. Теперь, как правильно вызывать это приложение. Смотрите с самого низу, где наш подбородок. Касаемся этой точки. Приложение у нас вызывается. Именно для этого мы заходили в настройки и выставляли чувствительность на 5%. Чтобы она была около самого подбородка. Таким образом, мы без проблем можем вызывать фоновое меню. А также, если мы касаемся самого низа, то вызывается наше приложение. К этому просто нужно привыкнуть. Еще один важный момент, если вы на своем смартфоне делаете вот такую глубокую очистку, в это время у вас выгружаются любые фоновые процессы. После такой очистки буквально минуту может не вызываться наше приложение. Но вот буквально через минуту, даже меньше, оно снова продолжает работать. Друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь помочь. Всем до встречи и пока!